Приветствую почтеннейшую публику. На душе весна, поют птички, и что-то давно я не делал роликов про цветочки. Сегодня мы будем делать георгин. Кованых георгинов я в интернете не видел, сам их не делал, поэтому думаю, все у нас получится. Небольшой экскурс выложенных роликов по цветам. Вот такая лилия сделана, есть. Потом есть вот такой ирис у нас есть. Гвоздика выложена. Вот этот лилия калла. Вот этот свежий георгин у нас. Ну, конечно, роза. Ну, еще тут есть какие у нас вот такие цветы. Но это, я думаю, сделайте без затруднений. Вот так вот примерно все это выглядит. Так, вот я тут нашел лист металла 2-миллиметровый, красивого коричневого цвета. Как говорится, не мальчик и не девочка, этот лист уже выдержанный. Основное начинается с заготовки. Вот у нас тут есть куча круглых вещей. Самое тяжелое в этом изготовлении цветочка будет именно заготовки. Так, вот мы это все сдвинули, чтобы вас не интриговать. Вот я сделал наборчик из кругов. Взял 7 штук по-богатому. Тут у нас каждый последующий кружок меньше, а самый нижний самый большой. Нижний где-то 130 миллиметров будет. Потому что вот этот у нас... или нет, этот у нас... этот 125 цельный. Вот так вот, чтобы не видели. Честно говоря, круги не бог весь какие. Вот этот круг мне не нравится. А этот, значит, у нас больше. Ну и остальные, соответственно, меньше. Можно циркулем чертить, но мне кажется, так вот более наглядно и быстрее. Тем более, как видите, тут богатство, небольшая часть, а вообще этих кругов 1000 были. Вот, теперь мы их разложим. Начертим, разметим, вырежем. Ну, большую часть я за кадром, потому что ничего сложного ввести кружок маркером, наметить отверстия, зачистить их, и вот дальше уже продолжим, когда я все это сделаю. Так, вот у нас как славно получилось. Это 7 кругов и 6 отверстий будет. В маленьком не полагается, он верхний. А так вот намечено отверстие. Ну и сейчас все это дело мы будем резать болгарским способом. Так, ну вот мы их вырезали. Вон уже какая красота получилась. Видно, что один меньше другого. Еще я вам показывал, как я режу. Сначала думаю, что я показываю, потом думаю, дай покажу. Некоторые пилят на весу. Это неудобно. На фанере, на доске. Вот здесь пропилы. Ну и бог с ними. Зато твердо, упор. Стол не портим. И крутим как хотим. Очень рекомендую. И также вот болгарка. Во-первых, кружок можно ставить небольшой, донашивать прежние. У него радиус меньше,
на маленьком радиусе закругление получится лучше. Во-вторых, держим. Вот я держу вот так. Одной рукой кручу, одной держу. За ручку. Предплечье фиксирует болгарку. Если люди держат вот так вот, она болтается из стороны в сторону, нет фиксации, перекосы идут. В этом отношении две точки: предплечье и кисть. И вторая рука свободно, деталь можешь крутить. В общем, рекомендую. Все эти вещи, они делаются одинаково. У меня там есть гвоздичка, розы делаются, все они многослойные, из нескольких ярусов, примерно одинаково, только разные лепестки. Но это будет попышнее, потому что здесь у нас 7 ярусов. И, как вы видите, я делаю из подручных средств. Они были не очень ровные, там уголки, заусенцы дорабатываются на наждаке. Вот у нас здесь точка стоит, центр. Вот такая у меня из механизма какая-то осталась железка. Центр посередине, откладываем метки и потом проводим линии. Здесь получится 16 лепестков. Другая конструкция тоже. Не надо ничего выдумывать, сразу здесь через равные отрезки. На маленький кружок будем ставить здесь 12 лепестков. Ну и по итогам получится пышная такая штучка, потому что лепестков будет много. Вот сейчас я это как раз продемонстрирую, как я черчу. Ну и, собственно, нельзя пилить до конца, чтобы они не развалились. Поэтому проводим круг, до которого мы будем прорезать. Шайбочку положили подходящего размера, куда не надо пропил делать. И пропил будет уже вот до этой шайбы. Я все расчертил, тут у меня такая конструкция стоит. В общем, это просто зафиксированная болгарка, крутится и столик. Подробно я, наверное, останавливаться не буду. Если кто хочет, можете посмотреть, как я делал гвоздику. Я там об этом рассказываю, об этом варианте. Но здесь просто сейчас тиски привинчены к столу, и в тиски помещена, значит, это болгарка. Теперь будем по нашим прорезям туда хоп-хоп-хоп прорезать до этой линии. Так, вот потом у нас вот уголки обрежем, вот эти, вот так вот расчертим, как вот здесь. От руки там большая точность не нужна. И отрежем вот так уголочки. Вот такой будет промежуточный момент, вот такой. Потом немножко их здесь подработаем поострее, чтобы были.
Так, ну вот пока подстригли все, и получилась вот такая штука. Уже что-то такое стало вырисовываться. Так, вот я тут зачистил их. Теперь надо будет наносить фактуру. Вот ржавчину, как вы видели, я не торопился удалить. Во-первых, на ржавчине хорошо видно от карандашей следы. И потом все равно надо защищать заусенцы. И за один раз все это можно сделать. Вот они так вот выглядят. Сейчас фактурку нанесем. Мое любимое занятие. Чтобы металл был не блестящий, гладкий, а весь такой изрытый фактурой. Сейчас по-быстрому фактуру нанесем. Так, ну фактуру я буду наносить вот этим легеньким молотком. Вот видите, он не слишком острый, и вот концы закругленные. Если будет угол, он будет при ударе оставлять обязательно отметку некрасивую. Как видите, все это мы делаем на холодную, очень холодную, без нагрева. Так что ничего сложного в этом нету. И вот насчет подписок. Если вы подписываетесь, то нажимайте обязательно колокольчик. Потому что если вы не нажимаете колокольчик, вам не будет приходить уведомления, не будет показывать. Сейчас в последнее время что-то YouTube людей зажимает, у которых каналы больше 1 года. И поэтому в рекомендуемые не выкладывает просмотры. Поэтому что-то какое-то в последнее время нету настроения работать, просмотры маленькие, а времени это занимает много. Поэтому, если хотите, чтобы энтузиазм у меня продолжался, не сочтите за труд, нажмите на колокольчик, получайте уведомления. А теперь я отшлепаю, а потом покажу уже все в сборе. Так, вот мы отфактурили, а теперь надо придавать объем. Вот я буду на этой штучке придавать. Вот она у меня в наковальне, потом отсюда будет видно. Здесь канавка, это место узкое. Вот она, канавочка. Вот она. С другой стороны, соответственно, зубило. Будем вставлять туда лепесток и наносить удар. Лепесток изогнется. И так по кругу будем тюкать. Так, вот мы постучали, получилась вот такая вещица. Была вот такая, стала вот с ямками. Все делаем на холодную. Как будто огня у нас нету, дядя Прометей нас еще не посещал. Но на этом мы не остановимся. Нам надо еще отогнуть лепестки и здесь небольшую вмятину сделать.
Так, ну вот я тут сделал. Теперь осталось только собрать. Вот их тут 7 штук лежит разного размера. На щеточке я их покрыцевал металлический. Вот на этой щетке, вот на такой, вот она крутится хорошо. Блеск появился и всякую гадость убрали. Когда в сборе будет, это тяжелее сделать. Вот они лежат. В середине у нас так называемая дырка. Вот мы сложим. Вот так вот мы их сложим. Вот так вот. Вот так вот. И вот сверху такая нашлепочка будет закрываться. Все это, естественно, будет на стебле. Вот смотрим, такая, вот она такая. И вроде небольшая, вот такая, вот так вот. Раз можно так накрыть, да? Начинали приличного размера, были там 13 сантиметров. А сейчас у нас что получилось тут? Давайте посмотрим. Осмотрим. Ага. Ну, 13 получилось. А ладошкой закрывается все равно. Ну, в общем, сейчас мы соберем. Я его немножко так это самое зачерню для симпатичности. Снова покрасую. Теперь остался стебель нанизать. Подстучать, чтобы так все ровненько легло. Так, ну вот, я закончил. Тут вот мы видим распустился. Я его считаю георгином. Вот он. Здесь у нас листья лопушистые такие. По поводу листьев. Так как в этом ролике не было ничего, на канале на моем можете найти про листья все, что захотите. Чем хорош наш цветок получился, а то, что, как и было сказано, он сделан без нагрева. Вот так я вижу георгины. Таким образом георгины я его наблюдаю. Сделать его любой, металл самый обыкновенный, листовое ржавое железо и все такое остальное такого же типа. На этом я с вами прощаюсь. Обязательно пишите комментарии, мне интересно ваше мнение. До следующих встреч.